Так, ребята. ну что, как слышно? Я вас прекрасно слышу, ребят. Как вы меня слышите? Мы Раз. Мы нашли волшебную кнопку. Да, нам подсказали тут несколько вариантов. Самый Меня крутой. слышно, ребят, да? Предлагаю начать. Давайте начнем. Да, Я еще раз приветствую. Ну, со своей стороны, вы уже, наверное, поприветствовали много раз уже, наверное, ваших подписчиков и гостей канала. Ну, я тоже хочу поприветствовать, друзья. Я, конечно, никого не вижу, кроме Александра и Ивана. Вот, но мысленно, как бы, мой взор направлен. Я представляю, что вы сейчас нас смотрите. Я вас приветствую, друзья. И большое спасибо, что вы участвуете в этом стриме, в этой прямой трансляции. Спасибо, ребят, что пригласили. да. Дим, перед тем, как мы начнем, я бы хотел рассказать такую интересную историю. Многие знают, что год назад мы плотно начали заниматься освещением творчества Димаша, и как раз мы открыли канал «Эхо Петербурга». Так случилось, что это выпало на очень большой значимый праздник для Казахстана под названием Наурыз. И вот так вот получилось, что прошел год, и мы снова на новом канале, который начинает свой старт, который начинает свое движение. И вы, Дмитрий, являетесь первым гостем, таким официальным на нашем канале, поэтому я уверен, что с вашей легкой подачи, с вашей легкой руки канал «Алга Петербург» также продолжит свою деятельность по освещению творчества Димаша. Вот, поэтому мы очень рады тебя видеть. Ты настоящий профессионал, музыкальный эксперт, делаешь многочисленные реакции, обзоры на творчество Димаша. Поэтому мы решили пригласить тебя на этот стрим, чтобы обсудить новую песню, которая появилась у Димаша 8 марта. Состоялась премьера этой песни на вечере Юдашкина. Композиция называется Your Love. Вот, ты уже делал реакцию на эту песню. И, соответственно, первый вопрос, так как песня на английском языке. Как тебе акцент Димаша? Акцент Димаша. Уже много-много вопросов и мои подписчики нашего канала, и гости задают. Но я вот не понимаю. А вам нравится мой акцент, например? Как вам мой акцент? А мы не замечаем, если Извините честно. за шутку. Мы не Вы не замечаем. замечаете. Ну, знаете, вот у Димаша, знаете, какой акцент? Когда он говорит по-русски, у него типичный акцент, как вот у очень многих казахов в Казахстане, когда ребята-казахи, девушки разговаривают по-русски. Вот у них такой здесь, поэтому для меня этот акцент привычный, понимаете, потому что я родился, вырос, Казахская ССР, для меня абсолютно, знаете, это абсолютно нормальное явление, знаете, как бы я даже его, наверное, не вижу, этого акцента, вот, а вы не видите у меня акцента, хотя я в Казахстане живу, да, тоже хорошо, вот видите, как мы общаемся. Я на русском не вижу, на английском у Димаши, конечно же, присутствует акцент, но я вам скажу, ребят, и всем скажу, что у всех, кто разговаривает на английском языке, и на любом другом языке, который является вторым языком, да, акцент по умолчанию. Он может быть сильным, он может быть не сильным, он просто не может не быть. Даже если вы великолепно владеете английским языком, прекрасно, может быть, даже лучше американцев вы владеете, англичан, все равно какой-то акцентик будет присутствовать у вас, потому что просто это вот, знаете, вот отпечаток того, что это второй язык. Вот. Ну, это нормальное явление. Вот у Димаша, я вижу у него, значит, английский язык все лучше и лучше. Вот французский и другие языки я просто не могу оценить, потому что я французский не знаю. Вот. А вот английский язык я вижу все лучше и лучше, все меньше ошибок. Просто в последнее время вообще не вижу ошибок никаких. Акцентик присутствует, но это нормальное явление. Поэтому я бы не акцентировал. Я не знаю, почему много вот вижу в интернете, много делают акцент вот именно на акцент. Назовем это изюминкой. Это естественная изюминка. Мне так и говорят американцы, вы знаете, нам очень нравится ваш акцент. Что у вас за акцент? Вы откуда с Восточной Европы? Я говорю, ну я русский, как бы родился вот в Казахстане. Ну русский, понятно, у вас русский акцент, да-да-да. Вот это. Супер. Двигаемся дальше. После вот первого обзора понятно, что есть первые эмоции, первые впечатления, потом дальше, когда уже детально начинаешь разбираться, складывается уже более такое полное впечатление о композиции. Что вот можешь сказать как специалист в области музыки, как человек, неоднократно делавший реакции на песни Димаша, вот выжимка о новой песне, на что обратил внимание? Ну надо сначала спросить, сколько раз уже Дмитрий посмотрел, потому что реакция и обзор — это первое такое впечатление, а тут нужно понять вот уже после определенного количества просмотров, вот сколько уже раз получилось посмотреть? Ну, ребят, а вот сколько раз вы посмотрели? Вы же наверняка не считали, правильно? Вы, может быть, 5, может быть, 10, может, 15, 20. Вы не знаете, сколько вы раз посмотрели. Ну, много раз посмотрел. Вот я тоже много раз просмотрел. Я не знаю, может быть, 10, может быть, 15 раз. Вот где-то вот, наверное, где-то вот раз, может быть, 11-12 я посмотрел. Может быть, 10. Я вот не, ну, где-то вот у меня такое ощущение, что где-то я посмотрел. Вот я после реакции сразу несколько раз посмотрел, успокоился, потом где-то на какой-то день опять не захотелось посмотреть, нормальное явление, опять зашел, смотрю, какие-то моментики, и каждый раз замечаешь, естественно, какие-то моментики. Но если вы спрашиваете в отношении композиции, я свои реакции уже как бы сразу заметил, я ничего нового
в отношении композиции не увидел из того, что я в реакции сказал. А вот в отношении каких-то, знаете, мелких деталей я замечаю все больше и больше. Что-то вот в оркестровке, знаете, какие-то вот моментики я... Сочетание инструментов, когда звучит оркестр, я смотрю, какие интересные сочетания. Как флейта здесь со скрипочками звучит. О, а здесь скрипочка, значит, она только одна, значит, не группа скрипок, да, а только одна скрипочка. Оп, а здесь группа скрипочек. Ну, вот такие вот чисто вот детали. Я не знаю, они интересные, может быть, нашим подписчикам, может быть, и не очень интересные. Но все больше и больше интереса как бы, и все больше и больше видишь красоты вот этой. Я тоже подхвачу, что именно с каждым новым прослушиванием композиции она как будто вот раскрывается, да? Как шкатулка с сюрпризами. И это очень совершенно верно. Особенно, если вы знаете английский язык, не настолько прям хорошо, вот, я не считаю, что я хорошо английский язык знаю, хотя общаюсь, но какие-то моменты, какие-то слова, например, сразу не расслышал при первом прослушивании. При втором прослушивании смотришь, ух ты, смысл раскрывается по-другому. Ты не только увидишь и музыкальную часть, но ты где-то и какие-то слова начинаешь больше понимать, и идея раскрывается, все больше и больше ты начинаешь понимать. А если кто-то не знает языка, наверняка поклонники Димаша использовали словари, какие-то переводы, и действительно, и по-другому с каждым разом все лучше и лучше песня звучит, да? Это вот нормальное, кстати, явление. Дим, а вот ты наверняка в курсе, что ты не единственный реакционер в Ютубе. Вот, что есть еще люди, которые делают реакции. Я уверен, что я. Вот, ты видел? Я даже, ребят, я себя даже реакционером не считаю. Мне это слово не нравится. Что значит за реакционер? Что за реакция? Я его совместным просмотром назвал, беседой после просмотра, каким-то, может быть, комментарием, видеокомментарием. называют реакционер. Думаю, пусть будет реакционер. Вижу, хорошие есть реакционеры. Но, знаете, хороших реакционеров я не так много видел. А вот, Дим, как раз, вот, может быть, подскажешь кого-то, к чьему мнению ты прислушиваешься? Вот, может быть, есть в Ютубе реакционер, порекомендуй нашим зрителям. Почему? Потому что, я думаю, это будет им полезно. Они очень любят как раз реакции профессионалов. Вы знаете, вот кого бы я порекомендовал из зарубежных, значит, вот из русскоговорящих мне вспоминается, значит, вот только одна женщина, я бы сказал, что ей лет 35-37. Как-то вот один раз я ее увидел, один комментарий, и что-то с тех пор я ее не могу найти, понимаете, вот это вот мне очень понравилось, она вокалист, и она очень хорошо, она понимает, о чем она говорит, вот, и куда-то она пропала, я ее не вижу, вот, не могу найти, поэтому не могу сказать, вот одну только реакцию я ее видел, вот я тебе... и зря я не записал почему-то ее имя, потому что мне самому было интересно посмотреть, думаю, надо же, я думаю, я так про себя, вы уже извините, даже я не заметил, вот, а из зарубежных я, значит, выделил бы, мне нравится, знаете, вот, во-первых, все те, кто доброжелательно к Димашу относится, во-первых. Все те вокалисты, которые разбираются хорошо в музыке, это, многие, вот, мне почему-то вот запомнился Vocal Lexicon, знаете, такой есть блогер, темнокожий такой парень, я не знаю, с какой он страны, Vocal Lexicon. Я бы еще выделил из тех людей, которые хорошо разбираются, вот именно, знаете, вот в перформансе. И театральность все. Он также в вокале разбирается. Какой-то доктор, вот не помню какого, он так себе называет. Доктор такой-то, это американец. Может быть, знаете такого, да? Он подробно делает такие разборы. Да, он очень профессионально делает. Да. Я бы сказал, что он больше не со стороны как бы музыкальной части, но он больше акцент делает именно вот на каких-то вещах. И, знаете, вот, может быть, для не русскоговорящих, и особенно людей, которые не... Он очень научным, профессиональным языком. Вот для таких людей, как я, мне интересно посмотреть. Вот его часть стороны, я много даже у него учусь, ребят, я вам скажу. Не в плане вокала какого-то, в плане вокала не так много вещей мне интересно лично говорить, не в плане музыки, иногда бывает. Но вот в плане вот осуществления, в плане, знаете, вот театральности, в плане вот то, как перформанс, все, руки, движения, вот, какая-то артикуляция и прочие вот какие-то нюансики, на которые, может быть, на которые люди даже, может, и не задумываются, но я об этом, конечно, задумаюсь, мне это интересно. Я иногда что-то беру, мы все друг у друга учимся, это нормальное явление. Вот. И, значит, я бы еще, знаете, есть такая Тара, вот фамилию не помню, Саймон, по-моему, Тара Саймон Студио. Вот такая еще есть реакционер. Вот такая женщина, очень красивая, знаете, очень красивая, но она не просто красивая, она еще и вот хорошая певица, во-первых, хороший голос, и хорошо разбирается в музыке, и прекрасно вот с аудиторией общается. Вот я бы пока трех. А из тех, кто мне просто нравится, и кому я симпатизирую чисто по-человечески, я бы выделил Лео Кантро, такой молодой паренек, который искренне, знаете,
во-первых, он тоже очень талантливый. А во-вторых, он, видно, что он очень искренний такой поклонник Димаша. Ему очень нравится вот именно. Ну, а в-третьих, он просто приятный парень даже вот так вот. Я ничего не понимаю, но он сейчас титры стал там по-английски запускать. Поэтому я бы хотел бы поддержать этого парня тоже. Вот, переходите, если вы не знаете, кто такой Лео Кантра, вы не пожалеете наверняка. Хороший паренек такой, молодой и очень... И разбирается в музыке тоже. Да, Лео Кантра наш большой друг. И, кстати, у нас было с ним интервью, и он там сказал, что если он будет стоять на воротах, он футболист. Если он будет стоять на воротах, и перед ним окажется Димаш с мячом, то он даже не знает, что будет лучше, поймать мяч или отбить. Поймать мяч или пропустить. Потому что если он мяч поймает, то он поймает от лучшего голоса планеты. Интересно сказал. Ну, я думаю, знаете, чувствуется, что он любит Димаша. Может быть, даже он его любит не просто так, потому что Димаш хорошо поет. Это просто признают даже те, кто не любит Димаша, они признают, что Димаш хорошо поет. А здесь чувствуется еще человеческое отношение к Димашу. Чувствуется, что ему и нравится Димаш просто как человек, как личность, вот, такое душевное, знаете, вот, какое-то вот на одной волне, или, не знаю, музыку нравится, которую поет Димаш, пение и все. Поэтому это тоже немаловажно, знаете, когда ты чувствуешь симпатию к человеку, и он талантливый, тебе проще принять его творчество. Друзья, пишите ваши вопросы Дмитрию, потому что у нас есть вопросы, которые мы подготовили, но будет интересно, если будут хорошие вопросы из студии. Да, Дмитрий, вы как к провокационным вопросам относитесь? Вдруг такие будут попадаться? Провокационные, но я не знаю, что для вас провокационный вопрос. У меня есть. Ну, я просто, если будет совсем провокационный, неприятный, я просто скажу, давайте пропустим этот вопрос, друзья. Или без комментариев. Ну, может быть, такое получится, что провокационный у вас будет какой-то совсем вопрос. Да. Мы ничего же, что если мы его пропустим и дальше пойдем, да? Конечно. Я заготовил провокационный вопрос, который нельзя пропустить. Например, вот вопрос профессионалу. Что такое кроссовер? Потому что мы знаем, вот мы видели недавно рекламу автомобиля, автомобиль-кроссовер. Я думаю, что есть среди нас зрители, которые тоже не знают, что такое все-таки кроссовер. Потому что Игорь Крутой постоянно в интервью говорит, Димаш поет в стиле кроссовер. А что для многих это так и до сих пор остается загадкой? Ну, я не знаю, можно отвечать уже. Я не знаю, друзья, что тут провокационного вы нашли в кроссовере. Я езжу на автомобиле, который тоже, кстати, принадлежит кроссоверу. Который ездит и по прекрасным дорогам с большой скоростью, и по бездорожью может пройти. То есть и там, и здесь. Ну, такая, знаете, универсальная машина. И вот я бы сказал, что вот я так уже объяснил, да, хотел вам этот вопрос задать. А что для вас кроссовер как машина? То есть машина, которая, значит, и там что-то может, и здесь может, и везде, и так далее. Ну вот в музыке то же самое, поэтому, наверное, кроссовер такое слово, оно и для музыки применимо, смотрите, для автомобилей. В музыке кроссовер, ну, правильнее, да, наверное, было бы сказать, классический кроссовер. Так вот употребляют. Почему? Потому что кроссовер, стиль музыки, который, кстати, не так давно он появился, знаете, вот не так давно. Музыкальная академия звукозаписи, вот эта премия Грэмми, да, она-то как раз-таки вот, когда она номинировала вот этот, как бы, такую доминацию кроссовера, да, вот на призы. И вот тогда-то как раз этот кроссовер как раз и появился, он стал вот очень популярным, и стал известным, и вот этот стиль, который сочетает в себе и классику, и популярные, вот что-то и оттуда, элементы и классики, и элементы и популярной музыки, и рок-музыки, и даже вот электронной музыки. Вот такой синтез своеобразный, который как раз-таки вот очень красиво может сочетаться. Мы сегодня говорим вот о Your Love, да, песня. Вот я бы сказал, что эта песня не столько классика, не столько классическая с элементами поп-музыки, сколько я бы сказал, что это больше песня, но просто вот с некоторыми элементами, которые делают ее кроссовером. Например, симфонический оркестр. Вот что делает эту песню кроссовером, да? Симфонический оркестр, звучание скрипки, звучание вот этих классических, да? Ну, какие-то обороты, вот именно мелодика, музыкальные обороты, да? Но в то же время, знаете, что еще что не просто куплетная форма, да? Припев, куплет, припев, куплет, припев, куплет. И вот это просто песня, да? А здесь, понимаете, вот после второго, на что я уже и в реакции обратил внимание, во втором куплете после припева идет расширение, идет модуляция, и плавно перетекает в вокализ, и вокализ потом перетекает в коду, и вот это великолепное такое завершение, когда литавры бум-бум-бум-бум, литавры заканчивают, ну это просто уже звучание, ну чисто вот такого, знаете, классическая такая концовка, классическая кода, ну с классической концовкой, я бы так вот сказал, что-то вот такое, знаете, кроссовер, просто здорово, мне понравилась такая находка. И я заметил, что понравилась песня не только вам, а уже почти 1,5 миллиона просмотров на официальном YouTube-канале Димаша. В связи с этим вопрос. Она очень быстро набирает популярность. Может ли она стать мировым хитом? Может ли она стать мировым хитом? Это очень такой
хороший, серьезный вопрос, потому что мы все хотим, да, чтобы Димаш, как бы, чтобы ответить на этот вопрос, надо определиться, что такое мировой хит, да. Да давайте вместе поразмышляем. Потому что наверняка, вот все мы сейчас думаем по-своему, да, что такое мировой хит. Это, наверное, песня, которая обрела широкую популярность, которую знают в разных странах мира, да. И знают многие, и многим полюбилось, и много принято. Но в нашем современное время, когда вот есть интернет, когда есть YouTube и просмотры, наверное, это еще и песня, которая в интернете будет набирать много просмотров, песня, которую будут исполнять и знать, может быть, даже другие исполнители кто-то будет исполнять, или какие-то, много будет каверов и так далее. То есть песня, которая приобретет мировую популярность, мировую славу. И естественно, что я еще бы сказал, что для того, чтобы песня какая-то стала мировым хитом, надо, чтобы ее исполнил певец мирового уровня. Я верю и считаю Димаша уже певцом мирового уровня. И музыка великолепная, текст на английском языке, что тоже важно, да. То есть, никто не может сказать на самом деле, друзья, я уверен, что даже те песни, которые сейчас принято считать песнями мирового уровня, я считаю, что никто не мог предугадать, что они станут песнями мирового уровня. Я думаю, что эта песня, она будет, наверное, самая популярная среди всех кроссоверов, которые Димаш, на данный момент, которые Димаш исполняет. Она окажется популярнее Агни Пьетро, Пассионе. Мадемуазель Хайт — это больше классика. Просто по всем канонам чего-то классического, да. И я бы сказал, что Агни Пьетро, помните, я говорил в одной реакции, что Агни Пьетро — это, по сути, кантата, потому что это произведение для симфонического оркестра, хора и солиста, понимаете? Это уже кантата, и причем и стиль такой у него тоже, не просто какая-то песенка такая, знаете. И вообще Игорь Крутой — это не композитор-песенник уже, смотрите. Он известен в России как композитор-песенник, который писал для таких артистов, как, Серов, Александр Серов, Алла Пугачева, Ирина Аллегрова и другие, то есть популярные исполнители. Но теперь мы, смотрите, начало 20 века, Игорь Крутой, он уже с Дмитрием Хворостовским какой уровень выходит. Смотрите, Игорю Крутому уже недостаточно, ему недостаточно просто быть композитором-песенником, да, а он уже становится большим композитором, работающим таким именно в кроссовере. И с Дмитрием Хворостовским просто великолепные работы были. Опять же, смотрите, да, такой великолепный певец Дмитрий Хворостовский. А как-то такой мировым хитом не стали эти произведения. То есть чего-то не было, да. Я считаю, что в сотрудничестве с Димашем Кудайбергеном, как раз таки то, о чем думал, Игорь Крутой, здесь я думаю, я верю, что это может все сойтись, все пазлы сходятся, понимаете, и думаю, что получится, приобретет мировую известность. Какого масштаба мировая известность будет, только время может подсказать. Будем надеяться, будем поддерживать, посмотрим. Да, абсолютно верно. Пожелаем Димашу удачи с этой композицией. Пусть просмотры набираются, а зрители наслаждаются. Среди друзей нашего канала есть разные специалисты. Например, есть маркетологи, есть шахтеры, есть фермеры даже. И вопрос такой, простым языком, где эта песня лучше всего пелась бы? Потому что мы, например, дали бы место на всех фестивалях мира. Например, Каннский фестиваль, Оскар, Грэмми. По уровню, я считаю, что это просто великолепная музыка. Музыка великолепная, исполнение великолепное. Композитор великолепный, певец великолепный. Текст мне понравился, друзья, тоже мне текст понравился. Я не знал просто, что творчество Лары Фабиан, как поэтессы, так скажем, которая пишет стихи. Соавтор. В отношении, где лучше Каннский фестиваль. Каннский фестиваль, насколько я знаю, это кинематография. Грэмми — это музыкальный фестиваль, музыкальная академия, звукозаписи. Я бы сказал, что и там это может быть. Я уже в своих реакциях не раз говорил, что Димаш великолепный. Мне кажется, музыка Димаша, это музыка и для кино подходит, многие композиции. И уже мы видели даже какие-то саундтреки, да, Димаша, великолепные саундтреки. Поклонники Димаша — люди разных категорий, люди с разных стран, люди абсолютно разного возрастов даже, да, понимаете, от пожилого возраста до молодого, очень разные. Я убедился на концертах Димаша, я вижу моего возраста, примерно моего возраста очень много людей. Музыка Димаша понятна и шахтерам. Шахтеры понимают музыку Димаша, любят. Посмотрите, и профессионалы восторгаются. Потому что просто фантастический уровень. Профессионалы за голову хватаются, как это можно, понимаете? И в то же время музыка проста и сложна, и великолепна. Наслаждение получают профессионалы и тонкие ценители, знаете, высокого искусства. Такая музыка, универсальный язык.
Но вот вы как раз подвели к тому, что все же начинают задумываться, почему так произошло, да? Композитором является Игорь Крутой, профессиональный композитор, который уже давно находится в профессии. Молодой, начинающий, но безумно перспективный, невероятно феноменальный Димаш Кудайберген. И текст песни, да, тоже уже известная всему миру певица Лара Фабиан. И вот как эти три гения, да, сотрудничали, вот, нашли общий язык и создали такую потрясающую композицию. Ну, как так получилось, что вот эти три боевые единицы, каждый по-своему уникален и талантлив, как вот им удалось договориться? Ведь это не очень просто среди людей творческих профессий. Ну, это бывает очень непросто иногда. Ну, как и в любой деятельности, у музыкантов в творческом процессе большую роль играют человеческие качества, друзья. Насколько вы коммуникабельны. Есть артисты, которые очень талантливые, но они, ребята, они одиночки, понимаете, они вот одни могут быть, но в коллективе у них возникают вопросы, возникают какие-то трудности и так далее. Но некоторые более коммуникабельные, более, так скажем, вы знаете, гибкие люди могут работать. Кто-то может работать только с этим человеком, другой вот с этим. Но здесь вот, видимо, сошлись все пазлы, опять же говорю. И мне кажется, что Игорь Крутой давно мечтал вот о таком артисте, как Димаш Кудайберген. Посмотрите, ведь голос Димаша – это уникальный инструмент. Композитор Игорь Крутой, я вот еще раз повторю, он не просто композитор-песенник. Он не хочет остаться просто композитором-песенником. Он хочет, чтобы его великолепнейшие произведения... Он композитор, видимо, с классическим... Я не знаю, где он учился. Но это видно, просто, знаете, вот музыканту это сразу видно. Он композитор с классическим высшим образованием, который пишет кантаты, который пишет произведения для симфонического оркестра. Там такое сочетание всех инструментов. Видно, что человек в симфонической музыке разбирается, понимаете? То есть он пишет симфоническую музыку для симфонического оркестра, он разбирается в хоре, он прекрасно пишет аранжировку голосов хора и солиста. То есть он хочет выйти на этот уровень, но ему не хватало исполнителей. Почему-то, это большой для меня пока секрет, но у меня есть теория, почему-то вот у Дмитрия Хворостовского, великолепнейшего музыканта, певца, вот, которого до сих пор поклонников много. Но вот почему-то шахтеры не стали слушать Дмитрия Хворостовского, понимаете? Почему-то вот простой народ, так скажем, да, наш, который не слушает симфоническую музыку, не стал слушать. Но почему-то вот каким-то чудом чудесным, понимаете? Простые люди, которые не слушали до этого симфонии, и вот, а почему-то ту музыку, которую вот поет сейчас Димаш, в исполнении Лары Фабиан до Димаша и Игоря Хворостовского, но почему-то вот такой многомиллионной армии не было, а вот почему-то пришел Димаш, и почему-то вот люди стали слушать, да? У вас есть предположение? А что Димаш? Димаш классическое образование, Димаш классический певец, оперный певец, но он поет также в любом другом жанре. Ну, смотрите, он во всех жанрах, для всех категорий людей, он находится определенные песни, находится определенный какой-то вот жанр определенный, да. Кому-то нравится то, а Димаш работает в разных жанрах, и смотрите, и в том числе, но что удивительно оказалось, что люди стали приобщаться вот к этой классике. Причем люди, которые раньше классикой не занимались. Люди стали слушать такие сложные по форме произведения. Просто великолепно. Это феномен. Это как раз и есть феномен, который вот мы уже стараемся изучить, ну или хотя бы понять на протяжении вот существования нас в интернете. И вот хочется сказать, раз вот такая сложная действительно композиция и по строению, и по структуре, и вот как вы думаете, Дмитрий, может ли эта композиция быть своего рода неким учебником для специалистов по вокалу, которые могли бы приводить эту музыкальную композицию в пример, вот как есть, да, нотные грамоты. Вот ты смотришь, и все понятно. А тут вот разбирать какие-то приемы, потому что вот мы слушали даже одного специалиста из Аргентины, который сказал, что я месяц сейчас слушаю, наблюдаю Димаша, и я узнал о голосе такого, чего не смог понять даже за 50 лет вот своей работы с вокалом. И на каком уровне, это тоже важно понять, на каком уровне, то есть это школа, академия, колледж, может быть, с самого детства надо молодых музыкантов учить, или может быть вот взять всех профессионалов, которые сейчас выступают, собрать и для них вот сделать такой курс. Есть же повышение квалификации, вот врачи, я знаю, каждый год проходит. Вот. Вы знаете, ребят, я бы сказал так, что ну, конечно, вот маленьких детей, которых учат петь, и которые поют, например, какую-то песню, там, например, простенькую какую-то песню, простую русскую народную песню «Калинка», или «В ополе береза стояла», например. Ну, с этого, с чего-то с простенького надо начинать. Если вы сейчас сразу попросите спеть
Агни Петра или Пассионы, можете себе представить, ребенку такое спеть? Это профессионалы с высшим образованием не смогут спеть, понимаете? Ну, конечно же, не всем твердая пища по зубам, знаете. Вот. Кому-то нужно молочко словесное, как в Библии сказано, опять же, надо Библию цитировать. А кому-то нужна и твердая пища, понимаете? Здесь, естественно, конечно, тут и ребята с консерваторским образованием, которые закончили консерваторию, не каждый далеко возьмется за исполнение этого произведения. Но если вы имеете в виду как учебник, например, по теории музыки, по музыкознанию, по музыковедению, определенно, тут можно композицию изучать, можно какие-то новаторские вещи, можно изучать кроссовер на примере этого. Здесь, конечно же, любой может даже в музыкальной школе разбирать, но, опять же, конечно же, под руководством какого-то наставника, который будет объяснять, если что-то непонятно. На разном уровне все будет понятно, если будет какой-то хороший специалист, который объяснит. Но петь, конечно, я, конечно, вот, и сам бы не спел бы никогда бы такие сложные произведения. И никому бы как бы не рекомендовал. Ну, если кто-то достигает уже уровня, приближается к уровню Димаша, пожалуйста, попробуйте, а люди оценят, если у вас получится такие сумасшедшие пассажи, такие сложные вещи проделывать, то почему нет? Можно попробовать. У нас как раз был вопрос из зала, и вопрос он был такой от Татьяны Кузнецовой. Дмитрий, что из репертуара Димаша вы могли бы спеть? Я уже записал даже, у нас на канале есть... Махаббат Бермаган — это моя одна из самых любимых песен. Хотя я даже сейчас уже затрудняюсь, мне как-то даже трудно. У меня такое ощущение, что у меня где-то половина, наверное, любимых песен в репертуаре Димаша. Трудно сказать, самая любимая, наверное, у меня все-таки «Любовь уставших лебедей». И все-таки никак у меня из памяти не идет «Грешная страсть». Это вот песня, которая меня вот тоже вот шокировала, когда я услышал, что как Димаш исполнил вот это «Грешная страсть», это песня из репертуара А-студии. Это просто вот, наверное, потому что это как первая любовь. Первая песня, после которой вот «Любовь уставших лебедей», «Грешная страсть», это было в один вечер, я помню. Я когда посмотрел эти песни, это просто вот, знаете, фантастика. Я просто начал слушать и слушать. И остановить было невозможно. Вот с этого все началось. Поэтому вот любимые песни. А что вот можно спеть? Извините, что сразу на этот вопрос как бы не пошел. Ну вот опять же, Махаббат Бермаган и какие-то песни еще, вот знаете, которые тоже не такие сложные, потому что имеют гаммообразные напевы. Я бы не взялся за какие-то... СОС, например, я не спою, конечно же, друзья. Тут надо... Спеть-то можно, но прозвучит и так, да. А я бы взял такие песни, которые можно спеть, чтобы они прозвучали. Просто нужно вот как бы реально оценивать свои возможности вокальные, потому что нужно иметь диапазон. У меня диапазон где-то около 2 октав, друзья, поэтому, ну, знаете, у меня обычный диапазон. А здесь, с чем мы стал... Даже вот эти вот... последняя песня «Чернобривцы», да, «Чернобривцы». Я попробовал, она мне очень понравилась, друзья, эта песня. Я когда ее начал петь, я понял, что я ее не спою, знаете почему? Потому что мне ком к горлу подкатывает, слезы наворачиваются. Петь невозможно, потому что аппарат из-за того, что ты эмоции тебя переполняют, понимаешь? Нужно на каких-то моментах даже абстрагироваться. И даже вот даже в этой песне, да, которую очень хочется спеть, я даже вот мечтаю, может быть, я кавер запишу. Ну, там, если у меня такое желание, вот такой секрет я на вашем канале раскрываю. Ну, может быть, запишу кавер. Вот «Чернобривцы» хочу спеть на украинском языке. Песня зацепила, понимаете, понравилась. Первая песня, которую мне надо, чтобы она понравилась, чтобы она была, знаете, вот по твоему диапазону. Другие песни, вот еще, знаете, Unforgettable Day, незабываемый день. Умытол Москун. Вот эту песню на казахском языке тоже, я думаю, что многие бы могли бы вокалисты спеть. И, это, вот, и музыка хорошая, и не такая сложная, как, скажем, СОС или Пассионы, да. Ну, это вообще фантастика. Это, знаете, единицы только могут замахнуться на такое исполнение. Вот. А здесь же это песня, которую, в принципе, любой вот студент колледжа может исполнить. Другой вопрос, как он исполнит, это уже другой вопрос. Мне понравилось то, что каждый может спеть, вот, и иногда Саша в студии, он поет. И это довольно тяжелое испытание, как бы, потому что если у тебя, Дмитрий, 2 октавы, то у Саши... Половина. Можно сказать, что минус октава. Ну, я поэтому сказал, что спеть-то может каждый, другой вопрос, как спеть, да. Но есть произведения, которые даже спеть вы не сможете. Даже вот это произведение мы сегодня рассматриваем. «Твоя любовь», да, «Йола». Но вот попробуйте спеть это произведение, друзья. Попробуйте спеть, и вы поймете, что даже вот просто напеть вы наверняка не сможете без специальной подготовки. Она очень сложная для интонации, друзья, поверьте. Попробуйте ее спеть дома, вот, кто сейчас с нами на линии, друзья. И я уверен, вот ее, к сожалению или к счастью, эта песня, судьба этой песни, никогда в жизни ее не будет подпевать зал Димашу. Не потому, что она плохая. Зал просто не сможет зал подпевать эту песню. И Димаш об этом прекрасно знает. Я вам просто по секрету, как человек, который в музыке неплохо разбирается, я вам скажу, зал никогда ее не будет петь, и Димаш никогда не попросит ее спеть.
никогда не будет пения этой песни, потому что она не прозвучит, потому что не споют ее, потому что она сложнейшая. Даже просто мотив один спеть, не говоря уже о том, что там какие вещи, да, вот, если брать технически, да, просто сам мотив, да, вот если, например, «Любовь уставших лебедей», люди поют, и смотрите, как звучит зал, да, как поют прекрасно. Как «Чернобрывцы», да, потому что ее народ может петь, ее возможно спеть. Кроссоверы Димаша не будут народными, они будут нравиться, они будут шокировать людей, люди будут в восторге, аплодировать, овации, но за столом ее не будут петь. Эта песня не для стола. Такие произведения это для подготовленного слушателя, как я говорю, вот, для ценителей. И Димаш воспитывает аудиторию. Смотрите, вот опять же, вот любого человека, не музыкант, а смотрите, как люди, многие говорят, пишут, я начинаю разбираться в музыке, потому что вот благодаря Димашу, благодаря его исполнению, ну, конечно, некоторые говорят, Дмитрий, благодаря вам, вы нам объясняете, да, вот это, мне тоже это, конечно, приятно. Спасибо, друзья. Ну, вот благодаря Димашу, да, смотрите, становится понятной классическая музыка. Вот, и те же вот реакционеры, как вы говорите, они объясняют, они восторгаются, они объясняют, смотрите, как, в чем вот именно вот эта фантастика заключается, вот они в состоянии понять и объяснить, и даже простому слушателю становится понятно. И люди повышают вот этот образовательный музыкальный уровень, люди растут, прогрессируют, Димаш воспитывает аудиторию. Вы поделились своими ближайшими секретами про песню «Чернобрывцы». У Вани тоже есть свой секрет. Вань, скажи, какой сюрприз ты нам готовишь? Да, по старой привычке очень хочется сделать видеоклип на эту песню, мне, потому что она очень понравилась. И у меня такой вот вопрос, Дмитрий, к тебе как профессионалу. Какой визуальный ряд приходит на ум? Какие, может быть, картинки, о чем может быть клип на эту песню? Друзья, вы знаете, я думал об этом вопросе, я на самом деле думал об этом вопросе, но вы, наверное, догадываетесь, раз вы делаете клипы, но у вас больше информации, чем у кого-либо. Я, конечно же, думал об этом вопросе. Но, вы знаете, у меня фантазии не хватает. То, что вы делаете клип, это художественный, значит, подбор. Вы, слушая музыку, вы должны так подобрать музыку, чтобы это было красиво. И в любом случае это будет ваше творчество, то, как вот вы сделаете. Потому что никто не сделает одинаково. Будет 10 разных клипов, все клипмейкеры сделают по-разному. К разговору вот о клипе, мне вспомнился, вы уж извините, вот такой нашумевший клип Алана Бадовия, где даже мнения разделились, даже у Диерс разделились, которые любят эту музыку, любят Димаша. Но многим не понравилось. Ну, многим и понравилось. 50/50 мне показалось, да? Вот. Мне не все понравилось в клипе, но в целом мне клип понравился. Я не ожидал, что будет что-то вот такое светленькое, что-то вот такое, облака или что-то такое. Ну, я не знаю. Ну, вот люди даже, наверное, сами не задумываясь, что они себе представляли, но никто не представлял вот того, что будет Алана Бадоева, да? Ну, почему? Потому что мы, читая какое-то литературное произведение, смотрите, мы каждый представляем по-разному, а потом кино показывают, экранизация этого литературного известного произведения, и некоторые люди говорят, ох, как здорово, фильм прекрасный, а другой говорит, какая ерунда, нет, это плохая, в книге намного интереснее, другой говорит, да нет, фильм прекрасный, понимаете, а почему? Потому что мы, когда читаем книгу, мы по-разному воспринимаем, у нас фантазия, все люди разная фантазия, понимаете? То же самое здесь, вот музыкальное произведение, а как ты сделаешь клип? Это вот трудно, я не представляю. Песня, знаете, любовь, расставание, где-то вот грусть и тоска, и страдания, это всегда вот песня о любви где-то вот. Но в то же время и надежда присутствует, да, надежда что еще не все потеряно, да, здесь вот есть и нежность вот это присутствует. Здесь должна быть и нежность, и страдание. Вот смотрите, какие эмоции. Нежность, страдание, свет, где-то вот и тьма, тьма не в том плане, что это зло какое-то, а тьма в том плане, что грусть, печаль какая-то, да, вот, что-то вот такое, депрессия, да, и вдруг свет в конце туннеля, да, вот появляется, может быть, что-то такое, не знаю, наверняка вы лучше знаете в этом отношении. Просто поделился какими-то вот своими соображениями вот в этом отношении. Невозможно ожидать, что вот клип всем понравится. Это никогда не будет. Потому что, все по-разному видят песню, все по-разному видят произведение. Это нормальное явление, я считаю, нормальная ситуация. Я предлагаю на мажорной ноте перейти к вопросам из нашего зрительского зала. И вопросы есть такие. Например, Хамзе ТВ, это наш друг Хамзе, спрашивает: Дмитрий, если будет концерт в Алматы, вы приедете? Хороший вопрос.
Во-первых, я приветствую Хамзе, большое спасибо. Я заходил и был на последнем вашем лайв-стриме. Большое спасибо за поддержку, ребят тоже. И, значит, что я хочу сказать. Я хотел бы быть в Алмате, я хотел бы поправиться. Но вы, как вот помните, я до сих пор еще лечусь. Я должен был поехать в Екатеринбург, но я не поехал из-за этой проблемы. Вот я боюсь, что не могу сейчас ничего сказать. Если поправлюсь, обязательно поеду на вот этот концерт. Вот, потому что это единственное, вот, что может помешать мне поехать, это вот по состоянию здоровья. Следующий вопрос. Нам пишет Гульнар Аспанова. Еще разберите, пожалуйста, красоту движений тела и рук Димаша. Видимо... В своей реакции вот во многих реакциях я вот уделяю внимание вот этому. Димаш не просто вокалист, который стоит, вот знаете, как вот один там горе-критик сказал, что там Димаш, значит, ему не понравилось там, что в исполнении, что Димаш как двигается. Я говорю, посмотрите, как Димаш двигается, да, как вот он перформер, все его движения, они просто... Особенно вот те произведения, самые лучшие произведения, просто вот видно, что просто безукоризненные движения, как вот он двигается. Я уверен, что Димаш не просто, значит, конкретному исполнению готовится, вот, чтобы как он будет двигаться, а вообще у него огромная подготовка, огромная база, он знает, как двигаться на сцене, он знает, какие движения выглядят такими, знаете, естественными, такими, знаете, вот, органично, чтобы он выглядел, чтобы не было какого-то такого... Просто великолепно Димаш двигается, операторы любят снимать руки Димаша, вот, глаза Димаша, близкие, вот, знаете, как это называется, крупный план, да? Крупный план, когда глаза видно все, смотрите, как это все выразительно. Даже вот на этих фанкамах люди любят близко снимать, люди любят ближе видеть Димаша, потому что и мимика, и все очень выразительно. Значит, и мимика, и движение руки выразительно все. Как вот все тело, как он стоит, как он ходит, как он передвигается, наклон головы, и все вот очень органично, действительно. Вот это все просто здорово. Димаш не двигается одинаково, у него нету одного-двух движений. Он даже двигается в каких-то произведениях. Он прыгает по сцене, прям бегает, прыгает, скачет, да. Где-то вот он просто стоит, и даже вообще ничего. А где-то вот какие-то движения. Вот посмотрите, обратите внимание, друзья. Это не просто пение голоса красиво, нет. Все роль играет. И мимика, и одежда, все, абсолютно все роль играет. И я вижу, что очень много вопросов к Дмитрию, чтобы Дмитрий, например, спел или что-то рассказал, и очень много запросов на обзоры. Мы знаем, что, Дмитрий, вы сделали такой мощный мужской поступок. Ну, у нас, конечно, передача сегодня не об этом, вот, но мы от лица всех друзей канала «Эхо Петербурга», от нашего лица с Сашей, мы хотим вас попросить возобновить ваши передачи на вашем канале. Поэтому мы вот просто обязаны вас попросить возобновить. И даже мы должны вас спросить не на русском, мы должны сказать «Окей, ма, Дмитрий». Окей, что? «Окей, ма, Дмитрий». Мат? Ну, типа, это значит «окей» и вопрос. Мы сегодня говорили, да, просто про акцент. Вот у Вани он сейчас ярко выражен. Ну, может быть, мы когда-то даже стрим на английском языке проведем. Как знать, как знать. Все будет зависеть, если у вас будет канал на английском языке, мы же можем и по-английски пообщаться, да? Да, ну, Саша вот, придется... Американскую аудиторию, ну, это, видимо, другой канал будет. Поэтому, окей, I got it. Okay. I'm ready. Это круто. Я вижу, что люди больше и больше просят. Дмитрий, давайте, выходите из подполья. Ну вот, мы хотим, чтобы вы тоже делали какие-то реакции. Надо будет подумать и какие-то вот, что-то вот, да. У меня даже настроение, вы знаете, пропало в связи с известной ситуацией, которая вот вам известна. Вот, поэтому, или в которой вот вы через которую прошли, через эти трудности, да. Но в то же время я рад, что появился новый канал. И я уверен, что этот новый канал быстро наберет обороты, уже набирает. Время, все надо просто время. Вот как раз на этой радостной и позитивной ноте мы хотим вас поблагодарить, Дмитрий, что вышли с нами на связь, провели такую интересную, информативную беседу для друзей канала Алга Петербург. Я думаю, многие сегодня получили колоссальное удовольствие от нашего общения. И будем рады видеть вас в нашем эфире снова. Вот, как только появится интересный повод, будем на связи. Спасибо, друзья, что пригласили. Было приятно беседовать. Вот, я даже не ожидал, что у нас такое долгое общение. Мы как-то договаривались минут 10, 15, 20, да, вот так вот думали? Да. Ну, видимо, намного больше получилось. Ну, зато мы ответили на больше вопросов, провели приятное время вместе. Давайте, трудитесь, я вас верю. Да, будем стараться. Все, тогда прощаемся мы на сегодня с Дмитрием. Дмитрий, до свидания. До свидания, Дмитрий. До свидания, ребят. До свидания, друзья. Все, кто были с нами, все, кто нас слушали, те, кто будут слушать. Я желаю вам здоровья, да,
Сейчас много всяких разговоров. Желаю здоровья, чтобы ничего вас не коснулось. Все было хорошо. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.